Всем привет и добро пожаловать на кухню, где мы с вами готовим вкусно, красиво, быстро, полезно, самое главное, и дешево. Друзья, сегодня я вам предлагаю сделать венский шницель, но не тот шницель, который обваливается в сухарях и жарится во фритюре, который имеет миллион калорий, подается с помфритами, с фритками, с картошками. Нет-нет, мы сделаем этот венский шницель по-моему. И этот шницель можно будет кушать на стадии удержания веса, на стадии похудения. Если вы придерживаетесь кеты какого-то питания, то это тоже можно кушать с чистой совестью. Итак, что нам для нашего шницеля венского понадобится сегодня? У меня 5 столовых ложек муки из семени льна. Я ее сама сделала, просто-напросто взяла семя льна и помолола в кофемолочке, у меня получилось. 4 столовые ложки цельнозерновой муки, 3 яйца и 5 биточков. Вот так вот они выглядят. Сейчас мы с вами их отобьем. И когда они будут отбиты, они будут вот такие вот красавцы у нас. На гарнир я подам домашнюю квашеную капусту с яблоками, которую я полила немного маслом растительным. Она очень вкусная и очень полезная, витамин С. И, конечно же, зеленый горошек. Ну что, давайте приступим к отбиванию нашего шницеля. Сейчас мы просто-напросто возьмем один кулечек, так, и положим сюда наши биточки. Отбивать можно, конечно же, и в пищевой пленке, но я предпочитаю вот так вот класть биточки в кулечек, потому что он более плотный, и у вас не будет ничего рваться и разлетаться. И теперь нашим молоточком, как обычно делали наши бабушки, мамочки, папочки, будем отбивать, то есть я немножко пошумлю. Итак, приступаем. Биточки отбили, у нас ничего не испачкалось, все у нас прекрасно и красиво, мы их достаем. Но прежде чем доставать, давайте включим нашу плиту. Я включу плиту на 10, может быть чуть-чуть больше, на 13, пусть она немножечко подогреется. Тем временем мы с вами смешаем нашу льняную муку, которую, как я уже сказала, я сама сделала, и цельнозерновую. Бум. Все это перемешаем. Все это будет полезненько, никакой белой муки у нас нет, никаких сухарей нету. То есть все у нас будет чудесно. Тем временем наше подсолнечное масло, и я бросила буквально 1 столовую ложечку сливочного масла для пикантного вкуса. И включила, как вы уже видите, нашу сковородку. И сейчас мы будем с вами жарить наши шницеля. Теперь я немножко убавлю нашу температуру до 10. И что мы делаем? Мы берем шницель, окунаем его в нашем, видите, в нашем, как бы, будет у нас кляр такой, в муке, а-ля муке. Теперь мы окунаем в яйце. Вот так вот. Я беру пинцет, чтобы не пачкали все руки, и чтобы у меня ничего не налипало, да. И второй раз мы проделываем ту же самую процедуру. Должны мы обвалять наш будущий шницель в такой вот панировке. Все просто, все элементарно, но, тем не менее, полезно. Ну вот, пожалуй, наш уже первый шницель и готов к отправке на сковородку. Вот так вот. Расправим его. Пахнет великолепно вот эта смесь сливочного масла и подсолнечного. Она дает чудесный такой запах. То же самое делаем со вторым. Сначала
Обваливаем его в нашей а-ля муке. Турум-турум. Все, видите, пальчики чистые, все хорошо, пинцет все стерпит. И в яйце. Так вот. И опять же отправляем в нашу муку. Все уже приятно шкварчит, и запахи у нас на кухне уже очень и очень ароматные. Опять же за счет смеси масел. Такой шницель вы можете кушать с удовольствием и с чистой совестью. Так, отправляем и второй сюда же. Оп, чуть не упал у меня. Так, расправляем. Масла у нас предостаточно. Вот. И третий у нас отправится следом. Так все красиво выглядит. И потом еще раз в панировке. Конечно же, если вы не на стадии похудения, вы можете подать этот шницель с картофелем, например. По-датски это называется такой, знаете, картофель, флюйкартофель. Это значит картошка в сливках. Очень хороший рецепт, очень вкусный, но очень и очень калорийный. Этот картошка, она заливается сливками, и туда идут такие специи, как кардамон, мускатный орех. И, в общем, все это запекается на температуре где-то 180 градусов, и сливки просто-напросто испаряются, и получается оно очень вкусно. Но те, кто у нас следят за фигурой, мы обойдемся без этого картофеля, будем кушать с полезной картошкой. Не картошкой, извините, а капустой. Картошку нам не надо. Вот, мы его расправили. Хорошо, я так оговорилась про картошку, да? Так, и теперь я посыпаю, вы можете любыми специями совершенно посыпать. У меня смесь такая, которую я сделала. И сейчас прям я так к ней очень и очень пристрастилась. Тут и куркума, и тмин, и перец, и чили. В общем, посыпайте как угодно. Можете просто солью и перцем. Вот так вот. Немножко я присолю и, пожалуй, включу вытяжку. Потому что муж мой уже на меня смотрит, тот, который снимает это видео. Так, что пора бы. Немножко теперь будем шуметь. Теперь, как только прихватится, мы его, я прибавлю немножко температуру, мы перевернем наши шницеля и сделаем, приготовим их, дожарим их до готовности. Ну и, конечно же, сейчас потом я вам покажу, как они будут выглядеть у нас на нашей тарелке. Вот, теперь мы переворачиваем наши красавцы шницеля на другую сторону. Один я уже достала, как вы видите. И опять же немножко пересолим. И мои любимые специи пойдут в ход опять. Все. Чуточку я прибавлю опять же температуру, чтобы они у нас такие были хрустящие, знаете, криспи. Вот. И чтобы не брызгалось, я закрою вот такой крышкой. И тем временем пока немножко протру нашу плиту, которая вся забрызганная. Ну вот, наш шницель готов. Смотрите, какой он у нас красивый получился. И сейчас мы выложим шницеля на тарелку к другим. У нас получилось 5 штук, то есть было мясо у меня 500 грамм. Вот так вот. И теперь красиво украсим нашу тарелочку. Выложим аккуратненько. Давайте возьму вот этот вот шницель. Вот так вот его положу. Теперь мы немножко положим сюда капусты, как гарнир.
Капуста это, сами знаете, витамин С, и зимой это настолько хороший продукт. И к нему же мы отправим немножко горошка. Какой же шницель без зеленого горошка? Вот так вот. Можно положить еще кусочек лимончика. И вот так, смотрите, выглядит наше готовое блюдо. Краски потрясающие, тарелка большая, шницель большой, его можно есть с чистой совестью, и все будет вам полезно и вкусно. У нас здесь и жиры, и белки, и углеводы длинные, и витамин С. Кушайте на здоровье с чистой совестью и наслаждайтесь жизнью. Дорогие друзья, спасибо, что были со мной, спасибо, что поддерживаете меня, мой канал. Ваши отзывы для меня так дорогие, и я просто счастлива, что вы у меня все есть. Я вам всем желаю крепкого здоровья, счастья, гармонии, любви и, конечно же, стройности. Спасибо, что вы у меня есть, еще раз скажу, и до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока!